Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками, нашими пятничными встречами со Снежаной Егоровой. Эта встреча последняя в 25-м году. Тем интереснее будет все проанализировать и, конечно, заглянуть в будущее. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Но, Саша, вы, конечно, интриган. Эта встреча последняя. У меня даже сердце в какой-то момент перестало биться. Я подумала, неужели мы больше не увидимся? Вы меня бросаете. А оказывается, только лишь в этом году. Ну, только лишь. Ого-го, какой год был на самом деле, если разобраться. И, в принципе, так он и заканчивается. Сегодня Зеленский сделал заявление о том, что и там Киев-Пост написали со ссылкой на дипломатов, что, в общем, ожидается перед Новым годом визит Зеленского в Мар-а-Лаго. Угу, прям туда, прям к Трампу. Причем интересно, что этот визит, как бы, по мнению Зеленского, должен вот, многое решить. Да, есть вероятность, что многое решится до Нового года. И, в общем, до этого были переговоры очередные по телефону. Он связывался с Кушнером и Виткофом. Какие-то новые идеи у него возникли. С российской стороны мы видим в «Коммерсанте» Путина. Тут говорит, что Донбасс наш и все. То есть это принципиальная позиция. С каких-то территорий, да, возможно, придется отойти. А вот по поводу Запорожской атомной электростанции, которая один из нашумевших пунктов 20 Зеленского, говорит, будем майнить крипту вместе с американцами. Внимание, без Украины. Это там подчеркнуто. То есть и общий фон такой, что да, к сожалению, американцы отошли от духа Анкориджа по определенным пунктам, то есть уступили. Как вы думаете, какая вероятность того, что до конца года действительно многое решится? Ну, во-первых, мы можем поздравить Владимира Александровича. Он приглашен. Его шоу, как говорится, будет продолжаться в Мар-а-Лаго. Он приглашен как звезда, которая будет развлекать богатых дяденек в Мар-а-Лаго. Просто интересно, какой костюмчик уже заготовил себе Владимир Александрович, в каком составе он туда прибудет, будут ли, скажем так, эротические элементы в его выступлении. Потому что, как мы понимаем из последних его заявлений, он уже вообще не стесняется. Ни в словах, ни в выражениях, ни в действиях, я надеюсь. То есть было бы, конечно, очень интересно получить какие-то артефакты, свидетельства, возможно, какие-нибудь видосики, фоточки с вот этой тусовки в Мар-а-Лаго. То есть, судя по всему, у Трампа хорошо тоже закончился год финансовый, если он там устраивает вечеринку, и если даже черт Зеленский на нее приглашен, значит, там будет настоящий маскарад. То есть все придут с настоящими своими лицами, то есть бал чудовищ там будет, как говорится, в полный рост, не побоюсь этого слова. Ну а что касается Запорожской атомной электростанции, я буквально вот перед выходом к вам в эфир прослушала ну, такой достаточно жесткий спич. Есть такой специалист в России по атомной энергетике Максим Шингаркин, который просто прямым текстом говорит, что, значит, господа, товарищи, друзья, русский солдат умирает, а тем временем на нашей атомной электростанции, построенной Советским Союзом и Россией, Ермак и Зеленский майнят крипту и, собственно, зарабатывают на украденной у народа электроэнергии. И самое страшное то, что сейчас под видом духа Анкориджа, значит, специалисты из России, делки, договариваются с американскими дельцами, как они будут майнить крипту, отнюдь не обеспечивать электроэнергией несчастные слои населения. В общем, там достаточно был такой жесткий спич по этому поводу. И я думаю, что в России еще будут волны по этому вопросу возникать. Ну, в общем, знаєш, не все так сталося, як гадалося. То есть сейчас к концу года, когда вот эти все праздничные рождественские утки и индейки режут и радуются, это одно. А вот когда праздничек пройдет,
вот тогда мы и посмотрим, во что это все в конечном итоге выльется. Какие черные лебеди полетят и в какие стороны из этого Мар-а-Лаго. Ну, судя по всему, Зеленскому удалось отбиться, удалось, скажем так, опять, да, вот, перевернуть ситуацию определенным образом, но война-то не останавливается. И вот интересно подумать на несколько шагов вперед, если один шаг показать, что, смотрите, мы вот как мы общаемся, как мы беседуем, то есть мы тут на короткой ноге с Трампом, мы у него на корпоративе новогоднем, а русские не хотят перемирия. То есть это, судя по всему, вот это удается. Параллельно с этим мы видим, что на фронте такая сложная ситуация. С одной стороны, Купянск, да, там тяжелые бои, и в российском сегменте соцсетей говорят: Купянск, все, там потерян, или, ну, в общем, серая зона, медали уже получили, то есть негодуют в России по этому поводу. По Украине есть, ну, такая информация, что Зеленский приказал костьми ложиться, но до Нового года победу праздновать там в Купянске, то есть всех туда бросает, загоняет. Но туда бросает, а рвется в других местах. Стерненко выходит, и это, кстати, такая удивительная история, давненько такого не было. Он публикует видео с российскими военными. Эти военные в центре города Гуляйполе, населенный пункт Гуляйполе, они зашли в, внимание, батальонный командный пункт и, собственно, смотрели там компьютеры, смотрели, в общем, все оставили фактически, даже там ну, как это, вход даже там был в эту систему, и, в общем, Стерненко негодует, говорит: вот, смотрите, бардак у нас в армии, бардак в армии. Так а кто мешает Стерненко возглавить армию? Он же знает, как навести порядок. Пусть пойдет и наведет, наконец-то. Ну, он же другим занимается, видите. Он рекламирует ювелирку, серебряные ножички, и собирает на дроны. И покупаешь ножичек серебряный в ювелирке известного украинского бренда, и, собственно, платишь на дроны на месть, на помсту. Знаете, Саша, можно лирическое отступление? Это просто моя короночка. Анекдот про маленькие швейцарские перочинные ножички. Вы знаете его? Нет. Хотите, расскажу? Ну, просто вот новогоднее настроение, предновогоднее настроение – это когда один молодой начинающий фотограф типа Стерненко, значит, получил доступ к какой-то великой, прекрасной звезде голливудской. Например, там этой Анджеле Бджоли. Анджела Бджоли, знаете, есть такая украинская звезда, она часто бывает на украинских, скажем так, театрах боевых действий. И вот, значит, этот молодой фотограф фотографирует эту голливудскую звезду и уже представляет себе, как он эти снимки распродаст все самые крутые издания в «Таймс», понимаете, и прочее. И уже подсчитывает барыши, думает: господи, заработаю миллионы, миллиарды, триллиарды, буду богатым таким же, как Ермак. И, значит, когда заканчивается эта удивительная фотосессия, он ей говорит: боже мой, вы сделали просто мою карьеру, я заработаю кучу денег, я хочу вам как-то отплатить, а хотите, я вам подарю шубу? Она говорит: боже мой, ну о чем вы? У меня столько этих шуб, штук 30, наверное, они там все висят в нашей гардеробной. Ну куда мне их носить? Он говорит: а хотите, я вам машину подарю? Боже мой, ну о чем вы? У меня вон там вот в гараже штук 30 автомобилей, какие ты хочешь, и Феррари, и Бентли, и все, что ты хочешь. Говорит: ну а что? Как я могу вам сделать приятно? Он говорит: ну, если вы хотите сделать неприятное, подарите мне маленький швейцарский перочинный ножичек. Он идет, покупает самый дорогой, самый крутой швейцарский перочинный ножичек, приносит ей. Она так небрежно берет этот ножичек, подходит. У нее такая красивая инкрустированная коробка, она ее открывает. Там такая гора маленьких швейцарских перочинных ножичков. Она небрежно бросает, закрывает эту коробку, садится. Он говорит: простите, пожалуйста, может быть, это не скромный вопрос, а можно узнать, зачем вам нужно такое количество маленьких швейцарских перочинных ножичков? Он говорит: понимаете, милый, сейчас я молодая, красивая, я эффектна, я пользуюсь успехом у мужчин, и у меня все есть. Но когда-нибудь я стану старой. Тело мое станет дряблой, волосы мои станут не такими пышными, и глаза мои потухнут. Но чего только не сделает мальчик за маленький швейцарский перочинный ножичек.
Понимаете? Стерненко уже в той, как говорится, паре, когда за маленький швейцарский перочинный ножичек чего только не сделает мальчик. То есть мы на самом деле, Александр, можем, конечно, предполагать, что это все очень серьезные вещи, и мы, как взрослые серьезные люди, обсуждаем какие-то взрослые серьезные процессы, а на самом деле эти животные, не побоюсь этого слова, просто глумятся и развлекаются. Понимаете, пока люди мрут, пока Зеленский дает, понимаете, пердячего пару, рассказывает с пеной у рта на фоне вот этой музыки, значит, какие-то духоподъемные тексты, і ми всі не вмираємо, і ми всі разом, і поки ми є, і поки ми відчуваємо, і поки в наших серцях, і ми всі живемо, і в різних континентах, в нас нема родини, але ми все одно відчуваємо, що ми з Україною. А на самом деле он майнит крипту, понимаете, живет в Европе, летает на государственном самолете, который оплачивают вот эти нищие, сирые, убогие, бездомные. Стерненко рассказывает о том, какой ужас в армии. Давайте всі костьми ляжемо, наведемо порядок, а сам на самом деле как проститутка самая натуральная рекламирует, понимаешь, ножички, скоро будет духи рекламировать и какие-нибудь, скажем так, фалоимитаторы из секс-шопа. А народ пусть умирает. Вы знаете, я думаю, что самое лучшее чудо, которое может случиться в этом году, это крещенские морозы. Пусть будет не просто 10, пусть будет 20 градусов мороза. Чтобы наконец-то вот эти вот люди, слепо-глухонемые, тупые, которые верят в рекламу про то, як ми воюємо за нашу Українушку, осознают, что сидеть в этих вонючих окопах за собственные деньги, за броники, которые мамки, папки, сестры, братья им собирали, понимаете, и умирать от мороза, это как минимум идиотизм. Пусть они все вместе взятые, знаете, скажем так, помолясь, оставлять оцю всю зброю, яку Америка, вона просто на своїх заводах цю зброю, вона, значить, там налаштовує, вона її производить, щоб Україна воювала, воювала і воювала. Пусть оставят эту зброю для кого-нибудь, кому хочется повоевать и посидеть в окопах. Так хочется воевать. Ну, вы тоже как-то, понимаете, во-первых, говорите, давайте людей пускай там морозом ударит. Многие же абсолютно не касаются этой войны и живут своей жизнью. Они вынуждены, собственно, и так претерпевать большие проблемы, а вы им еще больше желаете. Но, значит, если люди не понимают, что если они хотят мира, значит, нужно стремиться к миру, а не хватать оружие и идти в окопы воевать. И позволять, чтобы в очередной раз принимались законы с сумасшедшими марьянками, безуглыми и всеми остальными идиотами, которые сидят в теплом, как говорится, цирке своем Верховной Зрады и придумывают еще, как людей ободрать до костей, получается. То есть, значит, люди должны, видимо, только мороз может их заставить вообще осознать, что жить в тепле, в добре, в мире, под лампочкой Ильича нужно, когда, в принципе, ты принимаешь все то, что было в истории этого народа и этой страны, как должность. Ты не можешь изменить те обстоятельства, которые были до твоего рождения. И если ты декоммунизируешь Ильича, его лампочку, электрификацию, коллективизацию, вообще всю историю и, соответственно, победу и прочее и тому подобное, то, в принципе, не жалуйся. Значит, ты сидишь, 40 градусов мороза, ты голодный, холодный, у тебя нету света, и радуешься тому, что Зеленский майнит вообще миллионы, миллиарды и едет в теплое Мар-а-Лаго, веселиться и, как говорится, танцевать ламбаду с набедренной повязкой на своих гениталиях. Но если люди не понимают вообще, что они голосуют, выбирают конченого черта, которых убивают их детей, уничтожают их города, не хочет останавливаться, не садится за стол переговоров, зарабатывает кровавые
деньги вместе со своими подельниками американскими, и не только американскими, и в России, оказывается, есть такие, которые не прочь заработать на этой войне. А народ хлопает ушами, верит вот этим всем душеспасительным и духоподъемным историям Зеленского, которые он записывает вообще непонятно где. Где вот он сидит, в каком своем имении, на каком континенте он записывает вот эти все видосики, где он желает, чтоб він сдох, понимаешь? И они радуются, чтоб він сдох, чтоб він сдох. Чем больше вы желаете, чтобы кто-то сдох, тем быстрее это случится непосредственно с вами. Как говорится, не рой могилу другому, сам в нее попадешь. Проблема в том, что от этих людей-то мало что зависит, понимаете? В смысле, Саша, как это мало что зависит? Потому что Подождите, Зеленский их уже переступил через них, через армию, типа народ свое слово сказал, с 22 года, да, то есть все понятно с народом, с армией все понятно, то есть дальше он уже не здесь, он уже как бы выше. И так а зачем тогда люди в окопах? И от того, зачем люди в окопах? Объясните мне, Саша. Что будет плохого, если люди из окопов выйдут? Что будет? Придут русские и что? Что? Они начнут просто так на ровном месте города закатывать в асфальт? Если они просто придут в города, которые, как, например, Мелитополь, они просто вышли и сказали: заходите. Нам нечего терять вообще, мы ни за что воевать тут не готовы. Пусть наш город останется, пусть наши квартиры, дома, детские сады, больницы будут, как говорится, целыми. И что они живут по сей день, и никаких проблем у них нет. Ни со светом, ни с водой, ни с дронами, ни с чем остальным. Смотрите, большая разница между позицией, что, условно, мы должны как бы взяться за ум, нормально построить государство, не отрицать свое прошлое, смотреть в будущее, достойное настоящее из того, что возможно делать сами украинцы. А другая позиция — это пускай придут русские и все наладят. Вообще-то нет, речь не идет о том, что пусть придут русские и все наладят. Речь идет о капитуляции, самой натуральной, которая в любой войне, если это война, а не договорняк, в любой войне тот, кто понимает, что он теряет все и хочет сохранить хотя бы что-то ради кого-то, ради кого? Ради своих детей, семей, стариков, понимаешь? Ради вот остатков инфраструктуры. Значит, люди принимают как данность свое поражение. И говорят: окей, мы принимаем свое поражение. Давайте садиться и договариваться, как будем дальше жить совместно. Потому что все знают, нормальные люди, что географическое положение – это диагноз, от которого ты не можешь никуда уйти. Ты должен его принять и научиться с этим жить. Знаешь, это как люди, которые, например, заболевают сахарным диабетом. Они просто принимают свой диагноз и начинают регулярно следить за тем, чтобы сахар не поднимался. Понимаешь, колоть какие-то лекарства, вести какой-то здоровый образ жизни, на диету какую-то садиться. А если людям в голову впихивают постоянные ложные конструкции, то есть конченый черт, сидя в Мар-а-Лаго, попивая по коктейли пряные, с миллиардом бабла, уже доказанными его преступлениями криминальными, с майнингом, с украденными миллиардами, с Миндичем, который сидит в Израиле, с Ермаком, который вообще не понес никакого наказания, сидит там же, где сидел, просто в тени, как говорится, этого прекрасного, великого и ужасного президента всех времен и народов, который служит британской короне и которому аплодируют. Это же надо вообще до такого безумия довести этот народ славянский, чтобы они сами шли, самоубивались, детей своих вели, самоубивались вообще, и еще радовались тому, что их грабят, и вообще со всех сторон их имеют, понимаете, по самое горло, вот по самые эти помидоры. Чего только не сделает мальчик за маленький швейцарский перочинный ножичек. Ну, Саша, я не знаю, честно я хочу сказать, но с точки зрения логики вещей, исторических контекстов вообще, истории войн,
Если ты хочешь сохранить свой народ и оставить хоть что-то для расплода дальнейшего, нужно попытаться это сохранить. Остатки инфраструктуры, остатки какой-то там территории, остатки населения, остатки разума, остатки специалистов вообще, женщин фертильного возраста, детей, которых нужно спасать уже от этого безумия, батько наш Бандера и подземных школ. Хоть какие-то остатки нужно спасать. Вот Лукашенко говорит Зеленскому: Вова, остановись, если ты хочешь хоть что-то спасти. Но идиот ничего не хочет спасти, он хочет все бросить в топку. И люди этому сами способствуют. То есть, когда вы говорите, ну так а шо, как остановиться? А вот так взять и остановиться. Ну так смотрите, Просто. взять и остановиться, это же назад не откатиться. Зеленский удачно проворачивает эту историю пропагандистскую с тем планом, что мы, ну, в общем, не отходим назад. Почему-то мы должны отходить назад, потому что, ну, условно, русские не добились успеха, а мы должны отступать. И вот это вот рядит вот эту экономическую зону, ну, вот вы тоже наблюдаете за всеми этими подменами понятий. А давайте референдум, да. Помните, такой был... Не, ну Саша, ну это же очередная сказка про білого бичка. Це наша пісня «Гарна нова, починаємо її знову». То есть это очередная разводка для лохов. Ну то есть уже видят все, что русские пытались договариваться, надеялись на то, что здравый разум возобладает, рассчитывали на то, что как-то поймут и все остальное. Сейчас начали херячить про инфраструктуре, разбили этот мост на Маяке, уже нету этого проезда на Кишинев. Уже те, которые мотались, ездили, нормально себя чухали при этой войне и как-то приспособились, уже опять у них новые, скажем так, обстоятельства, которые усложняют их жизнь. А дальше начнется больше. Люди уже сидят без света, люди уже сидят с утра до ночи на этих всех генераторах. Генераторы, они не резиновые, они тоже требуют обслуживания, бензин дорожает. Короче говоря, на всех уже всего не хватает, и люди начнут скоро друг другу в горло вцепляться. Уже начинают стрелять друг в друга, уже начинают с маленькими швейцарскими перочинными ножичками по улице ходить. Если вдруг ТЦК встретят, начинают размахивать этими ножичками. Завтра начнут расстреливать, убивать, понимаете. Нужно этого дождаться, чтобы уже все со всеми, понимаешь, превратились вообще вот просто в какой-то, я не знаю, даже какой-то зоопарк, понимаете, в джунгли, где каждый уже живую плоть друг друга пытается поедать. Ну, то есть этого нужно дождаться. Помните, был такой Магера, интересный персонаж, он заведовал Центральной избирательной комиссией, считали голоса, и вот он высказался по поводу референдумов, что циничный Зеленский перекладывает ответственность на украинцев. Ну, мол, по поводу референдума. Мол, мы тебя выбирали для того, чтобы ты принимал решения. Ну, какие-то, да, популярные, непопулярные, а ты вот делаешь вот так. Примечательно, что тема референдумов и тема выборов прописана и в слитом плане Зеленского, который там походит на предвыборную программу, я это уже неоднократно говорил. Ровно почему я делаю такой вывод, потому что, ну, опубличить эти планы, да, а потом сказать, о, есть классные идеи, а я сейчас поеду в Мар-а-Лаго, договорюсь про идеи. Ну, идеи какие? Чтобы взять американский, ну, наработанный их план, они уже его перелопатили, то есть это 20 пунктов, а тут еще надо что-то перелопатить, то есть еще какие-то идеи. Значит, в этом всем есть выборы. Да? Выборы, к которым сейчас очень нарочито, уверенно все готовятся, то есть будут выборы. Появляется вот этот дубовик, это сегодняшний Магера, который возглавляет Центральную избирательную комиссию и говорит, ой, слушайте, надо в 100, там, в 10 раз больше, ну, у нас мало, у нас 100 участков только заграничных, надо больше, а там проблема с ящиками, там проблема для незрячих людей. Короче, наваливают, как это тяжело, сложно и быстро, очень нереально. Видимо, подводят общественное мнение, что надо проще. Надо проще. Взял телефон, зашел в Дию, тыкнул, и все. В принципе, чтобы было еще проще, можно было вообще одного кандидата, понимаете, завести туда, в эту Дию, и будет просто. Все, проголосовал за Зеленского, иди, все спокойно. Нет, так лучше всего вообще, чтобы сам Зеленский проголосовал за Зеленского, и, собственно, это и считалось уже решением, потому что все же его так любят.
Никто же даже не пытается вообще его переизбрать. Все же за него воюют. Все же верят каждому его слову, все же обеспечивают ему миллиардные барыши, все оплачивают ему самолет, все рады, что у него, у Ленки Зеленской, есть сумочка за 450 тысяч евро, понимаешь, с какими-то там бриллиантами из кожи крокодила. Все довольны, что Зеленский счастлив. Вся страна, остатки этой роскоши, все вот эти лохи работают на то, чтобы у них на голове был один не лох. И именно за это все, судя по всему, воюют. Других причин я как-то не вижу. То есть нет света, нет интернета, нет образования, нет перспективы. Война будет вечной. Значит, хануку везде выставляют. В это время, значит, все храмы закрывают, патриархов отправляют сидеть, куча вообще политзаключенных. В стране вообще бедлам, нету ничего. Дети в подземных школах батьковних Бандера, потому що вже у них рідного батька нема, бо його вже вбили і вже закопали, як то кажуть. І все хорошо, понимаете? И все довольны, и по-прежнему идут и воюют, и ждут чего-то еще, понимаете? Чего ждут эти люди? Какой вообще демократии? Каких выборов? Это очередная разводка для лохов. Он же сказал в самом начале, я не лох, лохи вы. Вы лохи, лохи позорные, которые будут делать то, что я скажу, столько, сколько я буду это говорить. Ну, смотрите, у порошенковского социса, ну, там Грынев, это политтехнолог Порошенко, как-то вот по-другому смотрят на вещи. Понятно, что социология во время войны, во время той ситуации, которую вы описываете, и ну, на протяжении всего времени наших эфиров вы ее описываете, доверять социологии, ну, понятное дело, плевое. Однако, очень любопытные же как бы моменты. Значит, если второй тур выборов состоялся бы в самое ближайшее время, за кого бы вы отдали голос? И сравнивают. Смотрите, Залужный, Зеленский. Значит, тут против обоих, еще не определился. Короче, рейтинг и имитация выборов. 62, ну, 64,2 против 35,8. Это сравнение Залужный-Зеленский. То есть проиграл бы Зеленский. И еще одна очень интересная, любопытная деталь. Если бы Буданов и Зеленский. Тут, конечно, 50-50. Значит, рейтинги разные, но и Буданов побеждает 56%, там, и 43%, почти 44%. Получается, что нас уже как бы погружают в этих кандидатов, понимаете? Буданов, Залужный. А если, например, нет Зеленского между ними, просто Залужный и Буданов? Ну, судя по всему, исходя из этих данных, ну, наверное, Залужный побеждает все-таки. Ну, то есть стаиросовая дубына, у тебя Валера, дедушка-бабушка. Есть баба-деда у Макрона, понимаешь, а это деда-баба. Ну, то есть мужчина, который похож на бабушку вообще. С таким вот выражением лица, глазки вот эти вот жиром заплывшие, ушки вот эти. И одна извилина, которая фуражкой была продавлена. То есть генерал, который откосил от собственной армии, которую он возглавлял во время войны. Это же, конечно, самое оно, самое то. Это поменять вот то вот шило, понимаете, которое у всех в заднем проходе уже кровавую дырку сделала своими вот этими выступлениями, на вот это вот мыло, которое, в принципе, всем веревку только нужно будет натереть и повеситься вообще уже на этой веревке, потому что, как понятно, Залужный будет те же яйца, только в профиль, и он вот это будет свои какие-то присказки с написанного текста бездарно читать. Но мы не Вот знаем, это какой будет Залужный, понимаете? В Тут смысле, тоже... как мы не знаем? Мы что, не видим? Мы слепоглухонімые или что? Вот Залужний нещодавно виходив, і оце як Дід Панас розказував про колядки якісь там. Вот так вот у него безумие в глазах, потому что он читает с промптера, читать он не умеет, плохо это делает. Вот это дебильное выражение лица, улыбочка,
То есть люди должны полностью уже офонареть, потому что в ближайшие обозримые годы они будут смотреть на это дебильное лицо. То есть нам мало дебильных президентов, дебільного этого Ющенка, який оце нам щось казав, друзі мої, дорогі друзі, друзі дорогі. Катю Ющенко свою тягал, которая собирала бабла на клініку третього тисячоліття і звалила з цим баблом кудись в Америку, і там нормально себе чухає. Та Катя, яка в пластунах там була і зігувала з дитинства. Да? Тобто нам мало Каті, нам мало вообще Порошенко, который, в принципе, уже всех вот так вот достал. То есть, если бы он вот так вот всех не достал, то Зеленского бы никогда в жизни и не было бы на этом посту. И ничего бы этого не произошло. То есть мало нам дебилов. Давайте еще одного попробуем, как говорится, взвалить себе на закорки і прочухать, що ж це воно таке, коли от така дубина стає росова у тебе отут, от, понимаешь, вместе с твоими детьми на горбу. Ну, давайте... В особенности, когда нет ни экономики, нет ни демографии, вообще ничего нет. И, соответственно, русские тоже останавливаться не собираются, а англичане пытаются нам пристроить армию 800 тысяч, значит, штыков и, собственно, к 30-му году развязать на территории Украины войну большую, такую настоящую, по-взрослому. Вот оно хорошо, Подождите, конечно. стойте, а что, сейчас не по-взрослому? Нет, нет, Саша, это на самом деле только цветочки. Это цветики, цветочки, семицветики. Лети, лепесток через запад на восток. Это еще когда тети вот эти вот, україномовні українки з золотими зубами, зі своїми цицьками оце, у вишиванці, сідають в автобуса чи навіть літака, летять до Германщини, там сидять на соціальці, свої хатки продають, здають у Львові, у тим нещасним переселенцям, а потім ще приїжджають, розказують, що це ви тут не українською у нас тут балакаєте своєю росіянською мовою. Потім на Різдво вони приїжджають додому, потім вони зуби собі лікують десь там на Львівщині. В них ще добре все. Цветочки, как говорится, закончатся, когда полетят во все места. Когда долетит вообще, и когда авиация поднимется, и когда, в принципе, уже никто не будет, как говорится, считаться с братским народом. Это просто украинцы еще не поняли, что может быть на самом деле. Когда попрет вот это вот, как говорится, навала захидна, когда вот эти вот наемники будут, французы, так называемые, да, с черным цветом кожи придут резать, рвать вообще и зарабатывать себе на жизнь безбедную в Европе, когда начнут мародерить немцы, когда соберут все отребье со всей Европы, вот то, которое сейчас там кошмарит всех на улицах, а им скажут: Кутя, 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 идите сюда, мы сейчас вам тут контрактики такие пристроим, тут такая война отличная скоро развернется, вот посмотрите, сколько у нас оружия мы уже наклепали на этих заводах, давайте, только надо русских загнать за Можай, и будет вам счастье. Вот тогда, в принципе, мы узнаем, что такое ягодки, цветочки, колокольчики, бубенчики, понимаете? Ну, смотрите, тут же как бы тоже вариант такой специфический. Вы говорите, там, сейчас не по-взрослому, но сейчас как бы тоже летит и долетает и до Западной Украины, и бьют по энергетике, и, в общем, все на самом деле очень и очень серьезно. И Трамп прав, когда говорит, что ежедневно, еженедельно, и приводит там жуткие цифры. Вы заметили, что вот мы сейчас в формате таких итогов года специфических, мы сейчас вернемся к теме выборов, там немножко не раскрыли, да, эту историю, никто не говорит о потерях. Вот смотрите, Новый год — это же повод обернуться назад и посмотреть, а как там вообще, а что мы имеем по состоянию за год. Ну, главное это что, война, ну вот по линии фронта. Всем как-то лень или как-то даже, знаете, неловко взять и отмотать даже ту же отстающую карту Deep State, которая там на месяц отстает, Рёбке вчера признался, и отмотать за год.
То есть многие населенные пункты, которые считались неприступными крепостями, они уже в прошлом, и о них даже никто не вспоминает. Потому А вы что... помните, Саша, мы с вами, по-моему, говорили по поводу того, кто эти карты формирует? Свои, мои, наши. Ну, то есть, и с какими целями они формируют эти карты, и для чего они создают искусственную реальность. А во-вторых, когда вы говорите, о каких потерях может идти речь? Людей, так их никто не считает, потому что рабы сами себя рабами обозначили и не способны стать обществом, объединиться ради собственного спасения. Ради собственного спасения они не могут объединиться и противостоять этой преступной, уже абсолютно нелегитимной власти, которая их убивает с экранов телевизора, запугивая их тем, что если вы поставите лайк или там подумаете как-то не так, как мы вам приказали думать, то вы знаете, что к вам постучатся черные воронки, приедут, заберут вас и ваших детей, и вы исчезнете во времени и в пространстве. Так если у человека и так исчезнешь, хоть эдак, хоть во времени и в пространстве, хоть в тюрьме, хоть в окопе, тебе помирать, так, может быть, все-таки имеет смысл за жизнь побороться, объединившись с такими же серыми и убогими против этого конченного черта, и ради того, чтобы сохранить остатки своих городов, квартир. Вот, пожалуйста, Саша, 4000 человек отказались эвакуироваться. Это что, не диагноз? Это чистой воды диагноз. Люди уже поняли, что лучше пусть русские придут, лучше пусть война прокатится, но лучше мы останемся в своих домах, и если выживем, то будем жить, чем мы понесемся, поверим этим конченным обещаниям, а потом окажемся где-то в спортзалах непонятных или в каких-то подвалах вообще вместе со своими детьми, или кто знает где, понимаете? Без хлеба, без воды, без поддержки, без доброго слова. И еще ты потом на своем родном языке с ребенком слова ему не скажи. Синочка, иди сюда. Скажи, що? Це що? Москалі тут серед нас зібралися? Який там синочка? Яка кроватка? Нема таких слів. Машенька то дівчинка не нашенька. Наша дівчинка то Марійка. Мій Дмитрик, він нервується, коли дитина, цей ребенок, по-росіянському розмовляє в наших дитячих садочках. Но, Саша, о чем вы говорите? Мне кажется, что все уже настолько очевидно, что пока украинцы еще, какая-то часть вот этих лохов верят в эти все пиар-акции, естественно, никто никаких итогов не подводит, потому что не должны знать лохи, сколько их порезали за этот год. Просто для того, чтобы еще день, еще денек, еще часок, еще месяцок Зеленский майнил, понимаете, крипту, вывозил бабло и был, как говорится, на прикупе для того, чтобы его подельники, Ермаки, Миндичи и всякие шефиры смогли спокойно, безопасно разъехаться по всему миру. И где вообще вот эта Гринчук, не любовница, где вот этот бывший министр, как говорится, заводов, газет, пароходов. Где эти все люди? Да, причем скандал же колоссальный. Ну вот если так разобраться, скандал, который колоссальный. А всех заплатили залоги, ну и все, и след простыл, и тихонечко забыли, пропустили. Вон там бегают за Миндичем и этим Цукерманом, «Украинская правда», по Израилю. А те, очень странные вот эти видео они опубликовали вчера с Цукерманом и Миндичем. Ни о чем. Такое, понимаете? Ой, я там вернусь в Украину, говорит Цукерман. Говорит, «Энергоатом» прекрасная компания. Да, то есть я ничего не буду говорить, не могу ничего говорить, но, в общем, «Энергоатом» все прекрасно, все там замечательно. Конечно, у них все прекрасно, хорошо. Они вон с пробежечки или там по пляжику или еще где-то. Потрясающий же контент. Деталей от этой случайной встречи мы не получили. Это примерно по тексту было чуть-чуть, может быть, там отличающийся. Вот когда они ему пытались звонить, и тот взял трубку, в общем, ничего не получили мы, никакой информации. Но народ-то в шоке. Народ в шоке, и знаете, как получается, как с гуся вода, вся вот эта, скажем, история. Но получается, что американцев это все устраивает. Потому что, конечно, Саша, потому что конечно. если верить, а почему-то это
смахивает на правду. Я не понимаю, ну вот этого, как это, частоты этих визитов. Ну, или встреч с Виткофом, я имею в виду Умерова командировку, да, он же не вылазит оттуда. Ну, он, понятно, дома, ну, как бы не вылазит. Одна встреча, вторая. Вот вчера была еще одна встреча. И созвон с Зеленским. Дальше Зеленский поедет к Трампу. То есть плотность сумасшедшая. И в этом графике пишут журналисты, что захаживал ФБР Умеров и просил, ну, как-то, ну, иметь совесть. Ну, мы же дела такие великие исторические делаем. А тут НАБУ это с офицером ФБР в отдельной комнате под, ну, кураторством такие вещи делает. И, кажется, договорился, ну, что новые пленки не звучат, как бы новые фигуранты не появляются. То есть было какое-то упоминание про Али-Бабы, ну, Али-Баба тихонечко тоже в конче заспу ушел. То есть мы не видим продолжения истории, хотя история-то все четко понимают, этот Энергоатом — это капля в море, там разворованы куда более серьезные деньги и куда более страшное с точки зрения масштаба преступление. Так подождите, Саша, они же готовят новые преступления. Новая будет партия бабла, которую они промоют через Украину, 800 миллиардов на восстановление. То есть это очередная порция, которую кто-то хочет забрать у своих налогоплательщиков под предлогом того, что вот же надо же закончить войну в Украине, дорогие друзья. Вы, конечно, ну как-то имейте совесть, затяните поясочки вот тут уже на горле у себя. Ну не вывозят мусор, ну а что? Ешьте его, пожалуйста. Ну, не строят дороги новые, ну, ничего. Ну, как бы там закрываются какие-то социальные программы. Ну, так что ж делать? Надо ж Украину спасать, понимаете ли? Но при этом будут расти как грибы миллиардеры типа Шефира Мендича и Цукермана, понимаете? И будут они скупать яхты, будут, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Бутики будут продавать и повышать цены на трусы кружевные, на платья для Ленки Зеленской и для других неких девиц, которые спят и живут или там решают какие-то вопросы, являются бородой для этих делков. Ну, то есть все понятно. Это уже, скажем так, схема, которая работает исправно десятилетиями, Саша. Почему американцы за? Ну так, а кто ее придумал, эту схему? В том-то все и дело, что вот эта вся история про нещадный бой между демократами и республиканцами, это все, как говорится, хороший и плохой полицейский. Мы что, не знаем, что эту технологию придумали они, вот эти англосаксы, и они же воплощали ее со всеми наивными племенами, начиная с индейцев, которых они разводили, сталкивали лбами друг с другом, бросали им кость и говорили: а ту, кто ее как бы схватит в зубы, тому она и достанется. Но только до того момента, пока она в чьих-то зубах окажется, понимаешь, до этого момента будет столько голов разбито вдребезги, и зубов уже не останется у того, кто останется последним. Понимаете, это последний герой, так называемый. А они что, эти технологии не применяли столетиями? Просто украинцы и русские, вообще вот это постсоветское пространство, эти наивные, романтичные людишки, понимаешь, которые никогда не сталкивались со звериным лицом капитализма, который, в принципе, этот оскал обычно за вот этой маской, keep smile, мы такие милые, хорошие, благородные, дамы в шляпках, джентльмены в смокингах, мы никогда не будем напрягаться. Да, они не напрягаются, они просто чужими руками устраивают эти прокси-войны и сталкивают всех лбами до кровавой юшки, как говорится, пока никого не останется и выжженная пустыня. Пусть вот люди возьмут и посмотрят фильм «Голодные игры». И вот там вот все показано, как работают эти технологии и как работают администраторы концлагерей, которым является Зеленский. И как вообще они безжалостны, потому что когда он думает: так подождите секундочку, эти миллионы и миллиарды лично мне и моему друге Андрюхе дадут возможность жить безбедно, красиво, шикарно, хорошо
нас примут в Королевском дворце, в Мар-а-Лаго и везде далее, а если я сейчас их потрачу на какие-то защитные сооружения для энергоинфраструктуры, зачем? Что плохие вот это в тепле сидели? Да ну их нафиг! Чем их будет меньше, тем будет лучше. Тем они будут менее дерзкими, тем они будут более послушными, запуганными, потому что они будут бояться собственной тени. Поэтому давайте-ка мы лучше примем другую концепцию. Как говорится, страх, его легко и всегда гораздо более эффективно можно монетизировать. Вот они монетизируют страх через вот эти все конструкции смысловые, запугивая людей, показывают эти все видосы про ТЦК, про то, как стреляют в спину, когда ты пытаешься переплыть через Тису. Вот эти страшные истории, все эти гробы. Это все же направлено на то, чтобы сломить дух людей, понимаешь? Чтобы они боялись власти, чтобы они боялись вообще там собственных мыслей, мысли преступления, чтобы они подстраивались, понимаешь, чтобы они лежали спокойно под этой могильной плитой, еще даже живые, но чтобы они не рыпались. Это же формируются вот эти паттерны поведения рабского, потому что мы сейчас живем в период неорабства. Вот оно так выглядит. Только раньше там загоняли всех, кандалы надевали на ноги рабам, там, отправляли их на гладиаторские бои, на галеры их приковывали там, к веслам, чтобы они вот это вот своих хозяев куда-нибудь везли. А сейчас вот такое неорабство, когда люди боятся потерять. Что они боятся потерять? Уже, по-моему, потерять нечего, кроме собственных оков. Ну, вы знаете, тут, конечно, по поводу потери, там, что теряют, что приобретают. Вот Вишневая, ну, Киев, Киевская область, Киев, да, Вишневая. Смотрите, какой ужас открыли. Это памятник Бабе Яге. Значит, женщина в ступе сидит с лицом Бабы Яги, а у нее на голове дрон Баба Яга. Понимаете? То есть это же просто... Это вместо Булгакова, понимаешь? Вместо Ахматова, естественно. То есть мы... Яка країна, помнишь, Саша, такие теракты. Я вот хотел, ну, как бы с вами там сейчас вот в финальной части обсудить там год, как прошел, год, как там символ года, что для вас... Так вот он, символ года. Да? Булгаков, которого снесли, да, и вот это вот баба, вот это вот, понимаете? Да. То есть это же очень символично. Вот так прошел 25-й год. И, соответственно, следующий будет такой же. И по поводу... А чьи антропоморфные черты в Бабе Яге просматриваются? Случайно не Ирины Бакиевны Хварион вообще? Там сказали, что вроде Булгакова снесут, а Фарион памятник вместо этого поставят. Так может это она все-таки? Ну, в общем, давайте пускай в комментариях напишут люди, чьи черты просматриваются. Это тоже очень интересно. Ну, в общем... Как бы вот так вот давайте я сейчас как бы людям покажу немножко крупнее, да. Вот, кого узнали, да? Ну, нос такой у нее, в общем, характерный, как у всей верхушки сейчас. Нос такой, нос правильный. Вот в чем дело, оказывается. Понимаете, нос правильный. В общем, напишите, на кого похоже, очень интересно будет почитать, друзья. Может быть, это Римма Украинка, знаешь, есть такая женщина, родившая нашего героя всех часов и народов. Может, это она? Ей памятник поставлен. Ну, то есть какая-то абсолютная дичь сейчас, да, происходит. Причем очень важно понимать, когда ты там убираешь что-то одно, ты же должен показать, ну, чем-то заменить. И, в принципе, да, вот это вот тот, который вы постоянно осуждаете, кэнселинг прошлого, там еще чего-то. Ну, хорошо, вы убрали, да, вот это все плохие. Там советские, имперские, все плохие. Ну, так а покажите что-то великое, хорошее, украинское. Показали вчера. Рождество же было вчера. И король Карл, он же Чарльз, он же Гога,
записал, Контора. записал видеообращение, ну, для своих британских подданных по всему миру, я так понимаю. И вы представляете, там украинский хор. И, Щедрик співав? и мужики, и вот это стоят в украинских вышиванках, вот это и поют щедрик на английском, понимаете? То есть, причем это все понеслось вчера, ну, в плане праздника, как вот какая-то, ну, вот гордость же, вот смотрите, какая гордость. А я вот так Саша, вот... прости, пожалуйста, я тебя перебью. Ты помнишь, ты представляешь, какой вообще это наглый, циничный, адский, вообще сатанинский прием играть на вот этих амбициях несчастных, запуганных людей. То есть у них отобрали жизнь, у них отобрали страну, у них погибшие родственники, их дети вообще в рабстве уже, по сути, находятся. Но они по-прежнему продолжают... Помнишь, как в свое время, еще когда был значит, Байден не президентом, а там, кем он там был, вице-премьером каким-то, да, и когда он уже формировал свою земляничную поляну, и Хантера уже поставил смотрящим за ней на Бурисму, помнишь вот эти вот пленки, которые Деркач тогда слил, когда он звонил и говорил Порошенку: ваше имя дети будут изучать в школе, петь в песнях, пионеры типа понесут ваше имя в легендах и сказках, понимаешь? То есть какая циничная семейка этих букингемских крыс, которые Хануку поджигают, сами, значит, ислам исповедуют, возглавляют англиканскую церковь и стоят на фоне щедрика-щедряка. А в их, значит, вот этих трежери, в сокровищницах, украденные бриллианты, короны со всего мира. И они на этом всем сидят и, значит, чахнут, как тот злой Кощей, а люди смотрят на них и думают, что вот же они, принцы, принцессы, благородные королевы, белая кость, голубая кровь. Вот это вот так вот нужно, понимаешь? Вот такими нужно быть чудовищами циничными, которые пьют человеческую кровь, а люди думают, что это их спасители. Вот эта семейка конченая, понимаешь? Ну вот просто для сравнения я вот так подумал, ну, многие, конечно, гордятся, ну потому что вот Щедрик, вот там, ну понятно, что там переписывают разные идиоты историю того же Леонтовича, и в общем он там, Леонтович там против кого-то боролся, пишут об этом. Дело не в Леонтовиче, дело вот в самом Щедрике. Но если подумать, Щедрик уже, ну, простите, очень долго является символом и популярной песней, и везде, да, то есть и в наших краях, и, понятно, на Западе. И это очень старый предмет гордости. Здесь это как бы включение украинского хора, оно, простите, выглядит как вот, ну, как... Дешевые понты Нет, это называется. Нет, это как вот, ну как, это очередной народ порабощенный, понимаете? Да, И его да. вот эта вот мини-экзотическая культурка, они там вот в вышиванках встают, поют вроде знакомую песню, а это их, а люди этим гордятся. То есть, а это вот атрибут очередного павшего к их ногам народа. Ведь Щедрик был и до 22-го, и до 14-го, еще и раньше, и он там действительно, ну как бы все это признают. А тут это не признание, а скорее, знаете, ну еще один камешек вот в эту корону, как вы выразились. Обидно, конечно, насчет этих всех символов и того, что незыблемо кажется незыблемым, да, вот во что оно превращается. Как вы смотрите в грядущий год? Вот что из года 25-го перебросится на 26-й? И есть ли надежды, что кошмар закончится и условный коник, ну, коник это вообще по-українськи. Без ноги. Да. Яка чудова іграшка. Ги-ги-ги-ги. Коник вообще-то это кузнечик. Это так для людей, ну, чтобы они понимали перевод слова. Ну, ладно, то есть у нас называют, в общем, год коня же, да? Что под копытом у этого коня? У меня есть шашка у меня. Мне купила мама быстрого коня. Падают снаряды, завязался бой.
Ты не бойся, мама, я с тобой. Знаешь, это я вот своим детям, когда они были маленькие, стишки такие читала, и мы разучивали их, чтобы память у них, как говорится, развивалась. Вот лично я в будущий 26-й год понесу, как говорится, дух Иосифа Виссарионовича Сталина, О, к которому Господи. я съездила в гости. Я съездила в гости специально, Саша. Это был мой акт, понимаешь, мое паломничество. На 21 декабря, день зимнего солнцестояния, день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Я была в его доме-музее в Гори, в Грузии. И, в принципе, поговорила, как говорится, с вождем всех народов. И в очередной раз я, как советский ребенок, пионерка, комсомолка, и не побоюсь этого слова, красавица, несмотря ни на что, я хочу сказать, Саша, что постсоветские люди должны вспомнить те времена, когда они были хозяевами на собственной земле. Потому что сейчас они превращаются в подножный корм, в пушечное мясо, в рабов і своїх дітей, понимаете, самі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть. Писав, як говориться, Тарас Григорійович Шевченко, наш великий пророк, але тепер навіть цього пророку вже нема в Україні, в них батько лише один Бандера залишився. Так вот, глядя на памятник Иосифу Виссарионовичу, я могу сказать, пусть люди вспомнят старую добрую песню. Она у многих, как говорится, в крови, и стоит только щелкнуть пальцами, и она возникнет в сознании. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Люди должны вспомнить, что такое Родина, что такое дышать полной грудью на своей собственной земле. А когда черт конченый твою землю продал на 100 лет королю-карлику, і все, що осталось від твоєї родини, це щедрик-щедрик, який співають дядьки, які втратили розум, які в окопи не хотіли, а хотіли, значить, у Британії стоять і раз на рік співати цю пісеньку. А країна в тебе залишилася лише в смартфоні, тому що вже нету ні твоєго города, ні твоїх друзей, ні твоїх родственников, ни памятников, ни названий этих улиц, и самих улиц уже нет. Вот если люди не вспомнят вовремя, кто они такие, что как ни крути, они славяне, которые всегда были врагами для западной цивилизации. И начиная с там, каких-нибудь старых набегов Тевтонского ордена, вот этих всех, которые приходили, Наполеона, Гитлера, а теперь Зеленского, как говорится, прекрасного еврея с украинским паспортом, который до недавно еще говорил на русском языке, но теперь он уже, судя по всему, и русский язык забыл, ибо со своими белыми господами он общается исключительно на языке своих господ. Вот если люди хотят вообще жить, то они должны вспомнить, что твоя родная земля, политая кровью твоих предков, она не может сама за себя постоять и увидеть на самом деле, где враги. Враги украинского народа сидят обычно на банках. А сейчас еще они и сидят вот там во всех этих европарламентах, вообще в Букингемском дворце, в подвалах Букингемского дворца. И если славянский народ, украинский, русский, не осознает, что гуртом и батька легче быть, а черта конченого вот этого, который мотыляется между небом и землей, и подавно, то, в принципе, мы станем свидетелями вот этого постепенного, но неумолимого угасания этого этноса и уничтожения всего того, что когда-то было сердцу нашему дорого, Саша. Ой, так хотелось, чтобы вы что-то хорошее сказали про 26-й А год. я говорю хорошее. А вы вышли и сказали, Сталина на вас нет. Ну, в принципе, так и есть. Вы понимаете, дело в том, что, Саша, я глаз народа.
Но вот так уже случилось исторически, я 30 лет этим занимаюсь, и я, в принципе, ну вот настроена как антенна на чувства людей. Даже иногда те, которые они сами не могут себе в страшном сне артикулировать. То есть у них где-то там блуждают какие-то отрывочные мысли, но они не могут, сами себе не верят, вот это все сформулировать. И моя задача всегда заключалась в том, чтобы вот эту вот атмосферу уловить как антенна и перевести это в словесные формы. Так вот, я вам хочу сказать, что весь русский народ, славянский народ и близлежащие народы, которые расцветали и получили благо цивилизации и свет образования, и свет вообще как таковой, электричество в доступном и необходимом количестве, только лишь когда был Советский Союз. А это проект Иосифа Виссарионовича Сталина. Поэтому люди знают, что Сталина на них нет. Мы потомки победителей, и Сталин был генералиссимусом победы. И если люди вспомнят вообще свои истории и будут знать, что все, что было, то и есть. Все, что есть, то и будет. Как только они поймут и вспомнят, кто они такие, от этого морока проснутся. От вот этих вот рюшечек, понимаете, вот этих хрюшечек, от этих всех бубенчиков, от этих там-тамчиков, от этого всего бреда, пьяного, наркотического угара, который им постоянно рисуют, понимаете, с вот этими духоподъемными текстами української мови, і оце все, що їм Зеленський каже. Когда они сбросят вот эту пелену со собственных глаз, вот тогда все кардинально начнет меняться. Начиная с того, что они оставят холодное оружие, знаешь, когда 10 градусов мороза, держать в ручках железо не очень приятно. Оставят его вот так вот в холодном промерзшем окопе и пойдут себе домой. Знаешь, дрова рубить, как говорится, печку топить и начинать новую жизнь. А если придет к ним какой-нибудь жирный, вонючий, салом заплывший ТЦКшник и скаже, а це мені сказали, що треба вас гнать на убой. Взять, стрельнуть ему промеж глаз вообще. И в следующий раз другой подумает, чи варто іти до тієї родини і питати, чи не хочуть вони повоювати. Хочешь воевать, иди сам. А так получается, что эти полицаи, эти убийцы, маньяки, они кошмарят мирное население, хватают этих пацанов молодых, уже школьников хватают, потому что школьники сейчас двухметровые, понимаешь, ломают им кости вообще, ломают им психику, люди выпрыгивают из окон, прыгают с мостов, понимаешь, ужас, что а сами происходит. эти свиньи... Сегодня вот пришла новость на днях. Ситуация случилась. Очень интересно. Кировоградская область. Ну, мужчина, да, вот уже как бы седовласый уже, ехал на самокате и убегал от ТЦК и врезался в забор. Он сегодня умер. Да. Значит, причем интересно, что сестра об этом сообщила, и по версии полиции и ТЦКшников, ну, мол, убегал и в забор врезался. Причем получил черепно-мозговую травму, смещение мозга, переломы ребер в 2 местах, забитые легкие. Ну, вот так врезался в забор. А родственники говорят, ребята, посмотрите на этот забор. Ну, нет повреждений на заборе. А на полицейском автомобиле, которое гналось по авто, которое гналось по узкой улице, есть. И понимаете, когда многие пишут в комментариях, там критикуют нас, и в этом году тоже много критики там и всего остального, вот там эмоции. Так, а как, например, без этих эмоций, потому что у этого мужчины, да, осталась жена и 2 детей. Ну вот, понимаете, и что, ну, как кто погиб их отец и муж? Ну вот, как кто? То есть он спасался, получается, и не спасся. Это не прилетел шахет, это не прилетел снаряд, это не прилетело, это не знаю, там, это не русские, как вы говорили выше в начале, там, зашли и его там убили, да, вот, в его дом. А это он пытался бежать, и его сбила, ну, судя по всему, машина, и, в общем, убили. Чтобы что?
чтобы бросить его умереть. Такой, знаете, печальный как бы эпизод. Но если об этом не рассказывать, то люди так и будут думать: так это ж не со мной, значит, ничего этого нет. Как там Потураев? Это же как бы фраза года. Это все ИПСО. Это все неправда. А жена и 2 детей, они как, интересно, к этой фразе Потураева отнесутся? Вот сейчас, да, погибший, умер в больнице мужик. Ну, Саша, Потураев и все те, кто сидят в Верховной Израде, которых они наловили как головастиков трусами на Крещатике. Помнишь, какой у них был там мастер-класс, который он им преподавал в Трусковце? Что вы никто и звать вас никак, и только благодаря нам вы станете кем-то, поэтому слушайте сюда, стоять, лежать, бежать, отжаться называется. Так вот, это все бешеные собаки, понимаешь, которые не несут никакой ответственности за жизни этих людей. Им нельзя доверять народ, им нельзя давать в управление страну. Это подонки, дегенераты, которые все распродали, и они с этими бабками разъехались по всему миру. И у них даже нерв никакой не дрогнет. Они даже не думают об этих людях, об этих трагедиях. Детей, которые сидят в подвалах без света, женщин, которые, высунув язык, пытаются как-то своих детей на ноги поставить, мужчин, которые погибли ни за что, ни про что, за миллионы и миллиарды Миндича, чтобы те сейчас в Израиле в теплой стране на пробежке там бегали, говорили: а что такое? Вернемся в Украину, когда там будет новый хазарский каганат. Понятно? А пока вы там, вот эти украинцы, требуете от нас чего-то там, мы туда не вернемся ни ногой. Поэтому, Саша, ну слушай, каждый народ достоин того правителя, которого он имеет. И если украинцы считают, что конченый черт, который в Рождество желает смерти кому-то, это то, что они заслужили, значит, так тому и быть. Сегодня ты, а завтра я, называется. Как говорится, это только Бог решает, кому жить, а кому умереть. И если ты желаешь смерти кому-то, будь готов, что кто-то, понимаешь, пожелает ее тебе. Или, точнее, бумерангом к тебе вернется. Поэтому, в принципе, если украинский народ не, ну как сказать, я даже не знаю, из чувства уже страха, самосохранения, но должны же быть хоть какие-то механизмы вообще защитные, когда человек больше хочет жить, чем умирать. Вообще, вот я не могу понять. Я уже не знаю, как еще можно говорить. Нельзя об этом говорить, о вопросах жизни и смерти целого народа, нации целой, вот так вот без эмоций. Это кем нужно быть? Это нужно сидеть на антидепрессантах, понимаешь, и вот так вот, понимаешь, что-то там говорить, потому что тебе, по сути, все равно. Ну, А или когда быть ты хочешь... представителем какого-нибудь другого народа. Ну, Ну, это как вот эти естественно. тутси там всякие, это про кого-то другого. Это вот там эти несчастные там. Вот Трамп отбомбился по Нигерии, ИГИЛ там уничтожает. Это же где-то там, это же какая-то там Нигерия, это они там по-своему, там христиане, не христиане, там это он там миротворческий удар совершил. Это же кто? Это Мадуро, Венесуэла, это там вообще далеко. Ну, единственное, что Залужный там рядышком в Доминикане отдыхает, как бы немножко украинцев касается. А так, по большому счету, это же не касается. Вот так мы забыли, что ну, ровно так же, похоже, вот эти элиты рассуждают и о нас. В любом случае, Снежана, я благодарен вам за время, за мысли и за этот 25-й год. С наступающим. Спасибо, Саша, и тебе за то, что ты есть, за все, что ты делаешь, за то, что ты не остановился, даже когда у тебя возникли обстоятельства непреодолимой силы, за то, что ты не испугался, не сидишь под лавкой, а говоришь то, что ты думаешь, и даешь возможность говорить другим людям. По крайней мере, мысли свободные витают в воздухе, и кому надо, тот услышит. Имеющий уши услышит, имеющий глаза увидит, а у кого есть мозг, тот поймет. И будем верить, что таких людей в следующем году будет становиться все больше и больше. Спасибо тебе за то, что ты есть. Друзья, всем
Большое спасибо за то, что подписываетесь, ставите лайки, пишите хорошие, добрые комментарии, подписывайтесь на Егорову, подписывайтесь на Шелеста. И самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Пока.